Доброго туманного утра, друзья. Туман стоит в весеннем лесу. Ночной заморозок был. Ну а мы с комрадом сегодня приехали погулять по лесу, попытаться что-нибудь найти. И вот они, бедные почки, соцветия. Какие соцветия? Почки, распустившиеся листья. Замерзающие в инии. Так что садоводам надо быть предельно внимательными, чтобы не побило заморозком рассаду свежевысаженную. Ставьте пальцы вверх, друзья, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписался. Кто желает поддержать канал, описание подскажет, как это сделать. На Дзен пока никого не отправляю, потому что видео на Дзен не выгружаются. Не знаю я, что там происходит у них. Точнее, видео выгружаются долго и висят в обработке. Вот у меня крайнее видео так и не опубликовано еще до сих пор, хотя выгружено. Система обрабатывает. Пойдемте искать что-нибудь интересное. Утренняя морозная березка. Сейчас поставим сок. Что-то бутылку сегодня одну только чистую взял. Ну, пока будем ходить, выпьем. Сейчас по двум артериям наберем здесь сока. И поставим уже опустошенную бутылку на повтор. Пошло. Кабанчики бегают здесь, бегают кабаны. Первая находка, друзья, на сегодня. Совершенно четкий сигнал и слегка помятая. 15 копеек 55-го года. Зазеленевшая. Пойдем дальше. А вдруг дорогая? Нумизматы пишите стоимость данной находки в комментарии. Может, это Занзибар. От курительной трубки крышечка. Латунная. Вот это на основание трубки надевалось, а это закрывалось, получается. Ты посмотри, что, Игорян. Да, друзья, вот такое, блин, фиаско. Вот такая кружечка классная попалась. И при выкорчевывании хрупенькая уже, вот получилась такая вот она потеря. Латунная. Клеем не видно, да, никаких? Ну, пока нет. Может, и Веймар какой-нибудь. И вот так вот ручечка была. Вот такая фигурика такая, красота, да? Лезвие. Проволочка. По штуке. Слушай, Вашингтон. Фашинген. Фашинген. Вашингтон. Вот. И, ну так, по мелочи он. Фенингов. Растирал мне шутка все фенинги. Да. Да, друзья, вот такие пока у нас эти хабарочки. Пока что вот а там сигнал, кстати, у Игоряна. Ну так, это надо еще. Что компьютер говорит?
Да я особо так и не смотрю на него, но что-то говорит. Компьютер что-то говорит. Сейчас будем смотреть, ребят, что там Ребят, внутри. что-то крупное, железное, как бы не ящик какой-то. Игорян говорит, может и контора, Очень вероятно. а там и десятиной сразу попахивает. Ребят, бутылку надо освобождать, чтобы сок набирать. Сейчас мы добавим прямо социалистин. Это специальный компонент, который еще КГБ в советское время разрабатывался. От него начинаешь все понимать и ясно видеть ситуацию. Все видишь как бы, и в копии оно тоже помогает. Сейчас добавим, и они еще от обезвоживания очень хорошо идут. Прямо социалистин называется. Все, поехали. Опа. Сюда. Все, пошло. Пошла реакция, друзья. И это последние были, кстати, их и нету больше, этих таблеток. В области. Да. Смотрите, какая лопатусик, какой бодрый. Шикардосик. Бобер сейчас шуганулся тут. Не успел, блин, достать камеру. Так, ребят, и у меня пробка, и, по-моему, тоже это Фашинген. Сейчас чистану. Вроде такая в сохранчике. Да, Фашинген. Смотрите, орел такой же с молниями, как на пряге лесника и пряга юстиции. А еще над орлом написано «Год мит унс». Интересная пробка. Вот для сравнения они. Вот Игорян, которую выкопал, и такую же я в прошлый раз выкапывал. Я еще сказал, орел польский какой-то. А здесь он такой. Минералка, минералка. Так, дальше. Почти что верховая, друзья. Похоже на немецкую. Верховая находка. Подушка на гусеничный трак. Фоеникс. Не разобрать. 43-й год, по-видимому. Порванный. Муравьи попросыпались уже. Батюшки мои, блин. Еще один неподалеку. Уже на других клеймах. 43-й год. Медзель. Мюнхен. И слон нарисован. Тоже порванный. Опа. Еще одна. Тоже разорванная. Тоже со слоном, тоже медзель.
100 метров отошел еще один. О, этот целый. Но этот не со слоном. С факелом. Другой производитель. Пузатенький такой. Ребят, вы знаете, вот что сейчас интересное такое явление обнаружили в лесу? Посмотрите, буквально готовые лыжи. То ли молния попала в дерево и на щепки, на такие длинные, просто готовые доски, буквально. Посмотрите. Просто. Они достаточно тонкие, но длинные. Одна и вторая. И коры нету. Походу молния вшатала и расщепила дерево. Сейчас пойдем муравьи еще покажу. Там какое-то явление паранормальное творится. Аж как газики шипят. Шорох. Аж запах вот этой муравьиной кислоты. Верховая находка. Смотрите, друзья, это явно рельсину заточили. Ну, на наковальню это не очень похоже, но какой-то клин из нее сделали. Для чего он использовался, даже не знаю. Но она вот так вот серьезно заточена. Практически как зубило какое-то было. Друзья, интересные сигналы пошли. Сейчас вот Игорян тут назвонил. Там пластина такая лежит. Посмотрите, она рифленая. Как пол получается от техники, и толщина ее, ну, миллиметров 5, наверное, где-то. Половина такая. Может, это вход в бункер в какой-нибудь, смотрите, закрытый. Тут же трак выпал. Я не знаю, так внешне похож на ДТшный, как по мне. Но, по-моему, как будто меньше ДТшного. Интересно, в общем. Сейчас будем смотреть. Вот она, посмотрите, какая идет. И рифленая поверхность. Да, интересно. Уходит туда, прям под дерево. Друзья, выкопали, смотрите. Наверное, метр вот так. Наверное, 1,20 м по ширине. Вот крепление было. Как-то так. А с той стороны получается... Нет, не рифленая, это наросты были, значит, я ошибался. Вот такая история. Пишите, что это может быть. Могло быть. Ну, явно половина какая-то. Пол, вероятно, от техники. Яму засыпали, все. Пойдем дальше, друзья. Ага, монетка вылетает. Вообще никак.
запатинировалась зеленцой. 24 год. Ого! Это что такое, грабли что ли или? Офигеть. Опасно. Опасно, да, это против копателей. Крышечка какая-то от какого-то прибора. Может, радио, рация. FL. Люфтовые какие-то дела, что ли, ребят? Клейма вон все. Короче, ребят, смотрите, Игорян вот такую ножку выкапывает. Ну, явно от печки. А мне попалась вот разбитая тоже чугунная история. Посмотрите, тут она такая узорчатая была, что-то красивая. Даже вон еще штифт латунный. И все из одной темы. Все из одной темы попадается здесь. Печные вопросы, печные дела. Печная индустрия. О, смотрите, ребят. Кусок таблички. Еще я по ней присадил. Дрехер какой-то. Генрих. Сейчас позвоню вокруг, может еще будет. Мама какая. Игоряну вон попалась пуговка немецкая, Криксмарина. А что я хотел показать, да, еще потом почистим, покажем зачет. Что хотел показать, вот такой щиток. Тоже ж явно от какой-то техники. Сгнил уже, ребра жесткости, отверстия, пожалуйста. А вот уже она в почищенном виде. Пиу-пиу-пиу. Тут купорка с переноской, по-моему. Кабанюк отерся. Ну что, на этом сегодняшнюю экспедицию мы сворачиваем. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь, друзья. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всем пока.